Привет, друзья! Вы на канале Советы для дома. Сегодня покажу, почему не стоит сразу выбрасывать пустые тюбики от зубной пасты. Даже когда кажется, что паста закончилась, внутри еще остается достаточное количество, которое можно использовать или для чистки зубов, особенно если вы забыли купить новый тюбик, или для уборки. И отмыть этой пастой еще очень много вещей в доме. Даже если вы до конца выдавливаете зубную пасту из тюбика, вот в этой части все равно ее остается достаточно много. Поэтому вымыть раковину или протереть смеситель вам точно хватит. Разрезать тюбик можно по-разному. Разрезайте примерно пополам. Смотрите, сколько зубной пасты осталось внутри. Дальше сюда добавляете немножко воды комнатной температуры. И перемешиваете. Зубную пасту в разведенном виде очень удобно использовать. Со второй половиной тюбика можете сделать точно так же. Еще можно разрезать тюбик ближе к крышечке. Теперь вот эту часть либо разрезаете на тонкие полоски и каждую используйте отдельно, либо разрежьте просто сбоку, чтобы можно было эту часть раскрыть. Вот в этой части возле крышечки пасты очень много остается, ее удобно брать или зубной щеткой, или ватной палочкой, и что-то можно мыть. Итак, теперь переходим ко второй части, что же можно отмыть зубной пастой. И первое – это грязные кухонные шкафчики, следы от рук, жирные брызги, грязь и липкость внутри на полочках. Влажной губкой берите немного пасты, и мягкой стороной легонько трите загрязнения. Сильно не трите, потому что некоторые поверхности от влаги могут испортиться, поэтому перед мытьем обязательно сделайте тест на незаметном участке. Влажной тряпкой убираю остатки пасты, и никакой грязи и липкости на шкафчике больше нет. На ручках кухонных шкафов тоже остаются следы от рук, собирается жир, а если у вас кухня глянцевая, то мыть ее нужно очень аккуратно, чтобы не поцарапать фасады. Зубная паста для этого отлично подходит. Берите немного влажной губкой и протирайте кухонные фасады и ручки шкафчиков. Паста поможет убрать липкий налет, растворит загрязнение, при этом чистит она очень мягко, поэтому царапины на поверхности не останутся. Теперь давайте очистим чайник снаружи. Он покрывается брызгами от воды, жиром, особенно если вы что-то готовите на плите и параллельно кипятите чайник. Чайник должен быть остывший, споласкивайте его под водой. И затем мягкой губкой и зубной пастой начинаете чистить. Еще раз нужно сполоснуть чайник под водой, чтобы смыть остатки зубной пасты. И только посмотрите, какая красота! Чайник чистый и блестящий. Вслед за чайником можно и кухонную раковину освежить. У меня губка еще пенится, поэтому протираю саму раковину и слив. Желтый или коричневый налет, которым покрывается раковина от воды, грязь, липкость, неприятные запахи, особенно на заглушке. Паста со всем этим справится. А если вы будете так чистить раковину регулярно, то вам даже никакие специальные средства покупать не придется. Налет от чая и кофе на чашках и столовых приборах, думаю, многие знают, что его можно отмыть содой. Но поверьте, зубная паста ничуть не хуже справляется с этим темным налетом. Беру немного зубной пасты на губку и жесткой стороной протираю чашки внутри.
То же самое вы можете сделать и со столовыми приборами. Мягкие абразивы помогут удалить чайный и кофейный налет без сильной химии. После такой чистки ваши чашки снова будут белоснежные внутри. Если ваши пластиковые контейнеры пахнут едой, зубная паста тоже может помочь. Наносите немного зубной пасты на губку. Затем помойте контейнер и, не смывая пасты, оставьте его так на пару минут. Дальше вам просто нужно будет сполоснуть контейнер под проточной водой. Мятные компоненты помогают освежить пластик и уменьшить неприятные запахи. Но помните, что пластик очень сильно впитывает запахи, поэтому если у вас контейнер плохо выглядит, неприятно пахнет, то советую все-таки такой контейнер заменить. Для раковины в ванной буду использовать тот тюбик, в который наливала воду. Наношу немного пасты на влажную губку и почищу раковину. Зубная паста работает как мягкое чистящее средство. Она помогает убрать мыльный налет, следы, которые остаются от высохших капель воды, и различные загрязнения. А мелкие абразивные частицы мягко полируют поверхность. После споласкивания раковина становится заметно чище и более блестящей. Высохшие капли воды и известковый налет очень сильно заметны на смесителях и на душевой лейке. Зубная паста поможет убрать водный налет и следы от капель. Берите влажную губку или зубную щетку и хорошо отмывайте смеситель и душевую лейку. Особое внимание уделяйте стыкам и вот этим мелким отверстиям на лейке. Обратите внимание, что лучше не использовать зубную пасту, в которой есть крупные частицы, и не нужно ей чистить натуральный камень, лакированную мебель и экран телевизора или монитор компьютера. После протирания смеситель выглядит намного свежее, плюс появился блеск. Липкие точки от лака, брызги от масляных спреев для волос, тушь – все это может остаться на зеркале даже после мытья. Мягкой салфеткой и зубной пастой вы все это отмоете на раз-два. А если протрете так зеркало в ванной или стеклянные двери душевой кабины, то они еще некоторое время и не будут запотевать. Еще зубная паста замечательно подходит для мытья расчесок. На ней со временем собираются пыль, жир и остатки средств для волос. Наносите немного пасты на расческу и приступайте к чистке. Я, кстати, для этого использую щеточку от старой туши. Это очень удобно, она в меру жесткая, маленькая, хорошо пролазит между зубчиками расчески и классно очищает основание зубчиков, где собираются вот эти серые пыльные комочки. Какие еще вещи не нужно выбрасывать и где их можно повторно использовать, я показывала в отдельном видео. Ссылочка сейчас появится в подсказке вверху справа, посмотрите. Споласкивайте щетку под водой и оставляйте сушиться зубчиками вниз. Смотрите, как отлично все отмылось. Грязь на крышке унитаза тоже легко отмоется. Для мытья можно использовать или влажную тряпку, или бумажное полотенце. Зубная паста поможет освежить поверхность, уберет желтые следы и разводы. Обувь на светлой подошве, светлые летние босоножки, туфли, лоферы тоже можете чистить зубной пастой. Сначала протирайте обувь влажной тряпкой, потом ватной палочкой наносите зубную пасту и можете чистить подошву или зубной щеткой, или вот такой силиконовой губкой, как у меня. Серые полосы, забившаяся грязь отлично отмываются. В результате белая подошва кроссовок или ваши любимые летние белые кожаные босоножки станут заметно светлее. Вот так можно использовать зубную пасту. Я потратила всего 2 тюбика, и все, что вы видели в видео, мне хватило помыть. И еще смотрите, сколько у меня пустых тюбиков есть, которые тоже можно использовать. Так что, друзья,
не выбрасывайте тюбики от зубной пасты. Если вам понравились такие полезные советы, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал. А в комментариях напишите, для чего вы используете зубную пасту в быту. Всем спасибо за просмотр, до встречи в следующем видео.